Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу предложить связать узор вот к такому летнему джемперу. Таким узором можно связать и майку, и футболку, и топ, и кардиган. Схема к этой модели имеется вот в таком виде. Кто давно вяжет и умеет вязать по схемам, то вот такая схема есть к этой модели. Но я адаптировала эту схему для более ее легкого восприятия. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды, это лицевые ряды. Вяжутся они справа налево, как указывает стрелка, по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Четные ряды не указаны на схеме. При поворотном вязании они вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды в изнаночных рядах вяжем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 12 рядов. Провязав последний 11 лицевой ряд справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне, это 12 изнаночный ряд, и далее начинаем повторять узор с 1 по 12 ряд. И так далее повторяем высоту узор с 1 по 12, с 1 по 12, с 1 по 12 ряд. Раппорт узора есть и в ряду. Это 12 петель. На схеме указан только один раппорт узора, который постоянно повторяется 12, 12, 12, 12. Столько раз, сколько вам требуется. Для того, чтобы при поворотном вязании набрать нужное число петель, необходимо, чтобы ваше число петель было кратно 12, то есть делилось на 12, на число петель раппорта. Плюс вы добавляете 2 кромочные петли. И плюс добавляете еще одну петлю для симметрии узора, которая провязывается только один раз в начале ряда. Это нужно для того, чтобы узор гармонично смотрелся. То есть здесь у нас начинается узор с лицевых петель и должен и закончиться лицевыми петлями для симметрии, для гармонии. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. При вязании по кругу кромочные петли и петли симметрии мы не набираем. Мы набираем только число петель, которое делится на 12. Плюс добавляем одну петлю для замыкания петель в круг. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Плюсики – это кромочные петли. Точки – это лицевые петли. Вот это точки синего цвета – это лицевые петли симметрии. Точки желтого цвета, я их нарисовала желтым цветом, это лицевые петли также. Кружочки – это накиды. И вот такое обозначение, 3 палочки. Это 3 петли вместе, одной лицевой с центральной петлей сверху. Узор очень прост в исполнении, справятся все. Самым обычным способом набора классическим я набрала на спице 27 петель. Это 2 раппорта по 12 петель, 24 петли, плюс 2 кромочные петли, 26 петель и плюс 1 петля симметрии узора, 27 петель. И провязала один подготовительный базовый ряд всеми изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Этим я подготовила петли к их правильному положению и перешла на лицевую сторону, где на лицевой стороне у меня красивая косичка наборного ряда. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы провяжете
базовый ряд всеми или лицевыми, или изнаночными классическими петлями, чтобы перейти на лицевую сторону работы с красивым наборным рядом. Базовый подготовительный ряд вяжется только один раз. Если у вас будет планка в изделии или резинка, то базовый подготовительный ряд провязывать не нужно. Первый ряд узора вяжем справа налево, кромочную петлю снимаем. Далее идет петля лицевая симметрии, провязываем лицевую петлю симметрии узора. Далее весь ряд лицевые петли. Последняя петля кромочная, изнаночная, бабушкина. Провязываем весь ряд лицевыми петлями до конца ряда. Нам понадобятся маркеры, которыми мы будем отделять раппорты между собой. Спицами я вяжу номер 3 из пряжи полухлопок. Довязываем ряд первый до конца всеми лицевыми петлями. Последняя кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по рисунку, как смотрят петли. Накиды провязываем, если есть. Здесь у нас нет накидов. Изнаночной петлей кромочную петлю снимаем. И далее все петли у нас выглядят как изнаночные. Вяжем их по рисунку изнаночными петлями, так как они выглядят. То есть весь второй ряд это изнаночные петли до конца ряда. Провязываем. То есть вяжем по рисунку первого ряда. Довязываем до конца всеми изнаночными петлями. Последняя кромочная петля тоже у нас изнаночная бабушкина петля. Провязываем ее и разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Вяжем его справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет лицевая петля симметрии. Провязываем лицевую петлю. Можно повесить здесь маркер, потому что дальше уже начинаются раппорты узора. Вешаем маркер и провязываем первый раппорт узора. Делаем накид. Далее 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. И далее у нас такое обозначение: 3 петли вместе, одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. То есть вот эти 3 петли следующие мы должны провязать вместе вот с этой центральной петлей сверху. Я сначала покажу, как провязать эти 3 петли вместе классическим способом вязания, а потом уже бабушкиным. Вы при классическом способе вязания первую и вторую петли переснимаете на правую спицу, заводя правую спицу слева направо за передние стенки этих петель. Вот так переснимаете. Этим вы поменяли местами первую и вторую петли. То есть центральная петля оказалась впереди. Вот она.
Третью петлю провязываете изнаночной петлей. Провязали. И затем протягиваете через 2 провязанную петлю, протягиваете через 2 переснятые. Заводите левую спицу в 2 переснятые петли и протягиваете провязанную петлю через них. Вот так красиво получается косичка. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, и я покажу, как провязать 3 петли вместе с центральной петлей сверху при бабушкином способе вязания. Для этого первую и вторую петли мы переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Вот так ввели и пересняли. Затем первую крайнюю петлю с правой спицы спускаете с нее, придерживаете пальцем, а следующую петлю надеваете на левую спицу. Затем возвращаете ту петлю, крайнюю, которую спустили. Возвращаете ее на левую спицу, не перекручивая. Вот она не перекрученная. И теперь провязываете все 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так. С центральной петлей сверху. Вот так красиво косичка получается. Далее идут 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид лицевая. Делаем накид от себя. Нитку от себя накидываем на спицу. Лицевая петля. Провязали первый раппорт узора из 12 петель. Отделяем раппорт узора от следующего раппорта маркером, чтобы не запутаться. Провязываем следующий раппорт. Делаем накид. 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. 3 петли вместе с центральной петлей сверху. Вот эти 3 петли нужно провязать вместе с центральной петлей сверху. Для этого первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. Пересняли. Затем крайнюю петлю с правой спицы спускаем, надеваем на левую спицу следующую петлю, то есть возвращаем следующую, а затем ту, которую спустили, тоже возвращаем на левую спицу, не перекручивая ее. Вот она не перекрученная. И затем провязываем все 3 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Вот так у нас получилось. Вот так сейчас расположены эти 3 петли. Провязываем их 3 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Далее идут 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Делаем накид. И еще одна лицевая петля. Провязали второй раппорт узора. Если у вас несколько раппортов узора, вешаете здесь маркер и вяжете следующий раппорт узора, начиная с его начала. Накид, 4 лицевые, 3 петли вместе одной лицевой, 4 лицевые, накид, лицевая. Вешайте маркер. Затем опять провязывайте раппорт с самого начала. У меня всего 2 раппорта узора. В конце ряда провязываем после всех раппортов
кромочную петлю, изнаночную бабушкину. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем 4-й четный ряд изнаночной слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас в лицевом ряду была лицевая петля. Здесь она смотрится как изнаночная. Вяжем ее так, как она смотрится. Вот эта петля. Вот она изнаночная. Провязываем. Видим изнаночную. Вяжем изнаночную. Далее у нас был накид. Накид в изнаночном ряду провязываем. Изнаночной петлей бабушкиной за переднюю стенку. Далее у нас были 4 лицевые в лицевом ряду. Здесь мы видим 4 изнаночные. Вяжем ту петлю, какую видим. Провязываем 4 изнаночные петли. Далее у нас были 3 петли вместе одной лицевой петлей. Здесь эта петля выглядит как изнаночная. Провязываем ее изнаночной. Далее опять у нас 4 изнаночные петли, которые были лицевыми в лицевом ряду. Провязываем 4 изнаночные петли. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее у нас был накид. Провязываем его изнаночной петлей за переднюю стенку. Провязали один раппорт узора. Маркер переснимаем. Провязываем следующий раппорт узора по рисунку 3-го ряда. Здесь у нас была лицевая петля. Видим на ее месте с этой стороны с изнаночной. Изнаночную петлю провязываем. Изнаночную. Далее накид. Провязываем изнаночной петлей. Накид в изнаночном ряду. Далее у нас петли смотрятся как 4 изнаночные. Провязываем их изнаночными петлями. Это были лицевые петли в лицевом ряду. Далее у нас 3 петли вместе одной лицевой были в лицевом ряду. Вот эта петля, которая выглядит здесь с изнанки как изнаночная. Провязываем так, как она выглядит изнаночной. Дальше 4 лицевые петли. Провязываем их по рисунку. 4 лицевые были в лицевом ряду, а здесь они выглядят как изнаночные по рисунку. Провязываем их изнаночными петлями. Далее у нас был накид. Провязываем его изнаночной петлей в изнаночном ряду за переднюю стенку. Маркер переснимаем. Петля симметрии у нас была лицевая в изнаночном ряду. Она выглядит как изнаночная. Вяжем ту петлю, какую видим, изнаночную. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали 4-й изнаночный ряд узора. Далее, как вязать узор, я показывать не буду, так как я попетельно объяснила и рассказала. Я думаю, все будет понятно, как вязать по этой схеме. Следующий ряд у нас будет 5-й ряд. Он также вяжется, как 3-й ряд. Точно так же. Здесь такие же обозначения на схеме. Дальше 6-й ряд вяжется, как 4-й ряд. 7-й ряд вяжется тоже как 3-й и 5-й. Все здесь понятно. А в 9-м ряду и в 11-м ряду тоже вяжите по схеме, по условным обозначениям. Ничего нового здесь уже не встречается. Я думаю, мастер-класс и узор вам понравились. Если понравились, поставьте лайки, напишите комментарии. Мне будет очень приятно. А если кто еще не подписался на канал, подпишитесь. Здесь будет еще много интересного. Желаю всем хорошего настроения, легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.